Ребят, привет! Пришла весна, а значит наступил новый строительный сезон. Пошел 4-й год моей самостройки. В этом году зима выдалась очень мягкой, что не свойственно нашей географической широте проживания. Ни снега, ни морозов, а следовательно ни детских зимних забав на санках, к сожалению, детки не испытали. Зато морозные пучения и треснувшие трубы обошли нас стороной. Давайте быстро вспомним, на каком строительном этапе мы остановились в прошлом году. Привезли брус 100 на 200 мм, длиною 5 метров. Ширина перекрытия 4,5 метра. Соответственно, полметра взял с запасом. Это уйдет на подрезку некачественной древесины. Подняли брус на 2-й этаж вручную, используя буксировочный трос. Работа, конечно, не из легких, но вдвоем вполне выполнимая. После этого оставил брус на пару недель в таком виде, чтобы остатки влаги могли испариться под воздействием солнечных лучей. Пораженные места плесенью зачистил грубой шкуркой и обработал антисептиком со всех сторон, чтобы обеспечить долговечность древесины. Кроме того, успел нарезать циркулярной пилой лаги нужной длины, готовясь к следующему этапу. Когда пришла зима, принял решение оставить лаги под открытым небом. Но для этого соорудил временную крышу, разложив брус так, чтобы воздух мог циркулировать вокруг него, способствуя просушке. А сверху все накрыл плотным тентом, чтобы защитить от снега и дождя. Так мой пол зимовал под крышей на протяжении 3 месяцев, ожидая лучших времен для продолжения работ. В конце прошлого года начал делать деревянные перекрытия 200 лагами, но погодные условия не дали возможности закончить данные работы. Так что спустя 3 зимних месяца возвращаемся на стройку. План на сегодня полностью сделать перекрытие 1-го этажа. Предлагаю это сделать вместе. Смотрим. Снял я временную крышу, которая защищала балки от зимней непогоды. Она справилась 100% со своей задачей. Все 3 месяца балки находились в сухом состоянии, и даже я померил специальным прибором, который замеряет влажность древесины, и балки даже успели подсохнуть, что немало радует. Все тяжелые работы следует выполнять с прямой спиной. 200-я балка весит прилично. Использовал часть буксировочного троса такой длины, чтобы была возможность перемещать балку не сгибаясь. Вот тогда ваша спина вам будет благодарна. Пришлось немного побегать, зато работа не оказалась тяжелой. По проекту нашего дома шаг между лагами перекрытия 1-го этажа составляет 600 мм. Сделал 2 шаблона соответствующей длины из 50-го бруса, чтобы каждый раз не бегать с рулеткой, что ускорит процесс работы.
Первую балку установил с зазором 5 см до армопояса, чтобы она не соприкасалась со стеной и не впитывала влагу из блока, и чтобы еще оставалось пространство для укладки шумоизоляции. А используя изготовленные шаблоны, быстренько разложил все балки по 600 мм друг от друга. Сложность вызвала только 4 балки, которые предстояло установить возле будущей лестницы из-за высокого риска их падения вниз. Максимальная глубина пропилы циркулярной пилы с диском диаметром 190 мм составляет примерно 65 мм. Поэтому 100-мм брус приходится пропиливать с двух сторон. И желательно эти пропилы делать ровно относительно друг друга. Пока что вот так вот выглядит пол мансардного этажа. Здесь будет расстелен мягкий ковер с высоким ворсом, а на нем разместится большая двухспальная кровать. В уютном пуфике мы сможем сидеть, наслаждаясь видом из мансардных окон, за которыми будет шуметь проливной дождь. Ох, что-то я размечтался я. Перед тем, как обернуть края рубероидом, еще раз прошелся антисептиком для защиты древесины. На данном этапе нет необходимости проходить защитой всю лагу. Дождь все равно смоет весь раствор с поверхности. Теперь жучки и плесень нам не страшны. Сегодня на улице всего лишь плюс 2 градуса, и при таких низких температурах рубероид достаточно хрупкий и неподатливый материал. Его можно очень простым способом переломать, и достаточно сложно придать ему нужную форму. Поэтому в таких целях я использую газовую горелку. Сейчас я вам покажу, как я это делаю.
Буквально пару секунд, и он становится, да ёк-макарёк. Ну, не отработан кадр, сорямба. И он становится достаточно мягким и рабочим материалом. Заворачивать прям вплотную, прям сильно вплотную нет необходимости, потому что внутри должен циркулироваться воздух для отвода возможной влаги из древесины. И вот так вот буквально на 3-4 скобы прижимаем. Скоба длиной 14 миллиметров. И оборачиваю в 2 слоя. Вот таким вот образом. И все, зажимаем. Раз. 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 Ну и сверху, чтобы не болталось. Все. Рубероид литовского производства. Очень высокого качества, ну и, соответственно, цены. Толщина листа 5 мм. Нарезал по 1 метру длиной и 30 см шириной. Рассчитывал так, чтобы брус можно было обернуть 2 раза с нижней стороны. При работе прогретый рубероид ни в одном месте не треснул. С качественным материалом работать одно удовольствие. Торцы бруса оставил открытыми, чтобы дерево могло дышать. Это живой, природный материал, которому важно обеспечить естественную вентиляцию. Так оно дольше сохранит прочность, красоту и устойчивость к внешним воздействиям. Скобы я использую 12-миллиметровые, а также 14-миллиметровые и обязательно оцинкованные, да, чтобы в дальнейшем потом они не заржавели. Вот так вот выглядит кассета из 30 штук. И в обязательном порядке, прежде чем приобретать скобы для именно вашей модели, нужно убедиться, что они подходят, да, потому что не все скобы, вот в этом случае у меня, да, здесь есть маркировочка, не все скобы подходят к вашему аппарату. А у меня вид скоб именно G, да, видите, зелененьким, да, нарисовано. Поэтому обязательно, прежде чем приобретать скобы, убедитесь, что ваш аппарат, он их возьмет. Физически монотонная работа – это отличный способ дать отдых уставшему от ежедневных работ разуму. Именно поэтому я с удовольствием уезжаю за город и посвящаю свободное время строительству дома. Важно давать организму возможность переключаться между разными видами деятельности. Это помогает сохранить баланс и избежать выгорания. Внутри достаточно свободного места для прохода воздуха, для лишней скопившейся влаги, поэтому в любом случае там будет проветривание. Но, по крайней мере, я надеюсь. Видно, да, на камеру, да, везде есть продухи.
Слушай, серьезная штука. Я не знал, что она выстреливает. Да, так можно и зарядить себе в глаз. Только зачем? Газовая горелка самая обыкновенная, даже не знаю, какую температуру она выдает. Наплавливает рубероид без особых проблем. Вот так выглядит промежуточный этап работы. Если вам кажется, что перекрыть первый этаж балками гораздо быстрее и проще, чем заказать бетонные плиты, спешу вас разубедить. На деле не все так просто. Балки нужно поднять, расставить в соответствии с проектом, укрыть рубероидом, закрепить к армопоясу, организовать поперечные усилия, а затем еще настелить шумоизоляцию. Да, возможно, такой вариант обойдется дешевле, но точно уже не быстрее. Ну что, теперь можно вещать со второго этажа. О, как только камера включаем, так сразу же соседские собаки дают себе знать. За сегодняшний день у меня получилось обернуть почти все балки. Немножко не хватило рубероида. Буквально метра, наверное, 3-4, наверное, не хватило. К сожалению, придется купить новый рулон и уже тогда в следующие выходные закончить работу. Ну ничего, рулон пригодится в дальнейшем, когда буду укладывать Маурлат. Под него тоже надо будет постелить рубероид, поэтому надеюсь, я его выработаю. Блин, ребятушки, ну вы просто мешаете мне работать. Следующий этап – это крепление балок к армопоясу. Для этого использовал усиленные металлические уголки. Чтобы уголок плотно прилегал к балке, предварительно разогревал рубероид газовой горелкой, что также позволяет точно зафиксировать уголок под прямым углом, обеспечивая надежность конструкции. Мой армопояс представляет собой сочетание бетона и металлического двутавра. В предыдущих видео я уже показывал, как удалось собрать их в единую ровную плоскость. С креплением в бетон сложности не возникло, а вот с фиксацией уголка к металлу пришлось немножко подумать. Подсмотрел решение у профессионалов, занимающихся кровельным монтажом. Они используют сварку для фиксации элементов. Взял этот метод на вооружение и прихватил уголки сварочным аппаратом. Простое и надежное решение, которое отлично справилось с задачей. Для крепления металлического уголка к бетону изначально приобрел вот такой вот глухарь. Это 10-й диаметр, но, к сожалению, при закручивании, вот при конечной фиксации в верхней части происходит надрыв болта, и он обламывается. Не знаю, или сам глухарь очень низкого качества, или у меня достаточно мощный шуруповерт. Хотя у меня на шуруповерте 3 режима, я пробовал разными режимами закручивать, все равно болт обламывается. Наверное, такое вот качество продукции. Поэтому для дальнейшей работы приобрел немножко другой вид крепления. Вот, надеюсь, вам там видно. Это уже готовый комплект. Состоит из
дюбелей пластмассовых, да, и металлического болта. Но немножко другой системы Торкс. Блин, вот что он не фокусирует? Да, видно, не видно? Видно, надеюсь, да? Вот, как оказалось, комплект тоже не без греха. Но не дают мне снять материал. Пластмассовый дюбель ровно посередине имеет достаточно мягкую структуру. Ну, ёк-макарёк, ну что ты там не мешаешь записывать-то? Дюбель имеет достаточно мягкую структуру, и при его сбивании в отверстие он доходит ровно до середины, и вот в этой части он начинает елозить и сопротивляться. И забить его до конца невозможно. И все, как бы, да, его и уже не вытащить, потому что он уже снизу зацепился, как бы, да, и не забить дальше. И вот все, и делай, что хочешь. Поэтому из этого комплекта дюбеля не использовал, а приобрел отдельно вот такой вот мощный, также пластмассовый дюбель. Вот с ним работать одно удовольствие. А для крепления дерева использую уже проверенные оцинкованные шурупы. 6-й диаметр, да, шестерка, да, шестерочка. Вот, есть разные длины. Есть соточка. И это уже немножко поинтереснее, подлиннее. Это уже 180. Это я приобрел для поперечного крепления балок. За сварку брался всего лишь 3 раза в жизни. Главное не бояться, а пробовать. Любое мастерство приходит с опытом, и сварка не исключение. Первые швы, конечно, оставляли желать лучшего. Где-то металл проваривался недостаточно, где-то наоборот прожигался. Но со временем приходит понимание, как держать электрод, как регулировать силу тока, как вести дугу, чтобы получить ровный крепкий шов. Сварка – это не простое соединение металла, это процесс, в котором чувствуется сила, точность и даже некая творческая составляющая. Когда ты сам свариваешь конструкцию, видишь, как под твоими руками металл соединяется в единое целое. Появляется особое чувство удовлетворения. Конечно, до уровня профессионалов недалеко, но уже сейчас могу сказать, как с каждым разом получается все лучше. А значит, главное – практика, терпение и желание учиться. С креплением в бетон вопросов нет. Вот так это выглядит. Это инверторный сварочный аппарат, предназначенный для полуавтоматической сварки. Использует для работы сварочную проволоку без необходимости в подключении газа, что делает его удобным для эксплуатации в разных условиях, включая дачи и стройку домов. А самое главное, прост в использовании для начинающих сварщиков вроде меня. Получилось как реклама, но покупал его для своих нужд за свои деньги. Ну что, пора пробовать на себе выполненную работу. Вроде надежно. А вы знаете, как определяется степень любви и заботы жены к мужу? Это когда вы подходите к костру, и вот ваша одежда начинает потихонечку прогреваться, и начинает пахнуть стиральным порошком, как бы сейчас странно не звучало. И вот в этот момент ты понимаешь, что есть вторая половинка, которая тебе заботится. На ужин у меня индейка в майонезном маринаде. На костре она получается особенно нежной, сочной и невероятно ароматной. На следующий день погода резко поменялась, но кого это останавливает? Натянул причалку, она мне поможет ровно смонтировать поперечные балки.
Поперечные балки необходимы для распределения нагрузки, а также они придадут жесткость и прочность пола. Крепил тремя 180 мм шурупами с каждой стороны. Поперечные балки делал из остатков 5-метровых лаг. Верхний шаблон дает возможность установить балку сразу в плоскость. А самое главное, балку не приходится держать руками. Вот такие соты у меня получились. Пол существенно окреп и набрал прочность. Осталось сверху настелить доски или ламинированную фанеру для свободного перемещения по балкам. И как только по ночам нас перестанет посещать мороз, то можно будет браться за блоки и поднимать второй мансардный этаж. Для облегчения подъема блоков на второй этаж смастерил электрический кран, но это уже покажу в следующем видео. Спасибо за просмотр, ну а пока, всем пока-пока.